Приветствую! Сегодня мы погрузимся в очень сложную тему и разберем, как в течение всего 2 лет, с 1914 по 1916, был заложен фундамент трагедии в Понте. Давайте посмотрим, как инструировались и отлаживались те самые механизмы насилия, которые в итоге и привели к катастрофе. И вот ключевая мысль, с которой стоит начать. Такие вещи, как массовое насилие, не случаются просто так, из ниоткуда. Почти всегда они — это результат целой цепочки конкретных решений и вполне определенных политических шагов. Наша история начинается, как это часто бывает, с войны. С Первой мировой. Для Османской империи она стала не просто каким-то внешним конфликтом, а мощнейшим внутренним катализатором, который, по сути, полностью переписал правила игры внутри общества. И вот в 1914 году, когда империя вступает в войну, объявляется чрезвычайное положение. И это, надо сказать, был решающий шаг. Шаг, который начал буквально стирать все существовавшие до этого правовые гарантии и защиты. Здесь очень хорошо видно, что именно произошло. Случился, по сути, фундаментальный сдвиг. Военная логика начала доминировать и полностью вытеснять логику правовую. Теперь не нужно было доказывать вину конкретного человека. Достаточно было подозрения в адрес целой группы, а безопасность стала оправданием для чего угодно. Так как же эта новая логика работала на практике? А работала она через вполне конкретные, специально созданные государственные инструменты. И одним из первых и, пожалуй, самых жутких таких механизмов стали так называемые трудовые батальоны. Что это было? Фактически это была мобилизация всех немусульманских мужчин, в том числе греков и армян, на тяжелые работы якобы для нужд фронта. И тут, конечно, возникает главный вопрос. Это был просто инструмент для ведения войны, или же это было оружие, целенаправленно использованное против определенных народов? Формально, на бумаге это все подавалось как мера для достижения равенства, мол, все служат. Но на деле это была чистая дискриминация. Людей отправляли на невыносимо тяжелые работы, условия были просто смертельными. Ни нормальной еды, ни жилья, ни медицинской помощи. В итоге эти батальоны превратились в настоящие зоны массовой гибели. То есть они не были лагерями уничтожения по названию, но стали ими, по сути, лишая общины тысяч и тысяч мужчин. И в это же самое время происходит еще один очень опасный сдвиг в сознании государства. Все православное население Понта начинают воспринимать как потенциально нелояльное. А почему? А просто потому, что империя воевала с православной Россией. Вот так вот просто. Твоя идентичность, твоя вера вдруг становится угрозой для безопасности. Дальше 1915 год, и это без преувеличения ужасающий поворотный момент. Именно тогда был создан прецедент, который будет иметь просто катастрофические последствия для понтийских греков. Вот эта хронология очень наглядно показывает, как быстро все происходило. Империя вступает в войну, почти сразу начинается мобилизация, формируются трудовые батальоны, и вот весна 1915-го начинается систематическое насилие против армян. И что здесь важно понимать? Это не происходило в вакууме. Одно событие как бы подготавливало почву для следующего. И вот к чему это привело. Есть очень точная формулировка. Это создало институциональный и психологический прецедент. То есть события 1915 года, по сути, показали всем, что государство может и готово применять самые радикальные меры против целой группы меньшинств. То, что еще вчера казалось абсолютно немыслимым, стало вдруг возможным, стало частью реальности. И вот когда этот страшный прецедент уже был создан, насилие в Понте началось. Но началось оно не как какая-то одна большая акция. Нет, это была серия, казалось бы, разрозненных, но на самом деле системных ударов. Как это выглядело? Ну вот смотрите. Шаг первый. Депортируют отдельные общины. Шаг второй. Конфискуют их имущество, их бизнес. Шаг третий. Людей насильно переселяют с побережья куда-то вглубь страны. То есть это был не какой-то единовременный акт, а медленный планомерный процесс разрушения, который готовил почву для чего-то большего. И кто все это делал? А вот тут еще одна важная деталь. Ключевую роль играли нерегулярные вооруженные формирования. Частично их спонсировало государство, частично это были какие-то местные инициативы. И какой был эффект? А эффект был в том, что границы ответственности полностью размывались. Кто виноват? Непонятно. Государство всегда могло сказать «это не мы». А само насилие оправдывалось как чрезвычайная мера или даже самооборона. В итоге обычные люди оставались абсолютно беззащитными.
И вот к концу этого двухлетнего периода, к 1916 году, накопительный эффект от всех этих мер, от всех этих шагов достиг своей критической точки. 1916 год. Именно этот год можно считать моментом, когда ущерб, нанесенный понтийским греческим общинам, стал уже по-настоящему необратимым. Да, самое страшное было еще впереди, но по факту уже к этому моменту прежний мир был разрушен. Социальная ткань общества, его экономика, демография — все это было подорвано в самом основании. И вот мы подходим к главному вопросу. Что же это было? Какой-то неизбежный спонтанный взрыв ненависти? Или же это был холодный, просчитанный результат конкретных политических решений, принятых во время войны? Понимание всего этого процесса, всей этой анатомии насилия заставляет склониться ко второму варианту. Массовое насилие редко бывает спонтанным. Чаще всего это итог вполне осознанных шагов, сделанных под предлогом защиты государства.